Привет, друг! Ты на канале Март, меня зовут Ваня. Сегодня у нас фишки с вардами, которые игнорируются подавляющим большинством игроков. И это видео не только для саппортов, половина информации будет полезна корам даже в большей мере. Напоминаю, что в видео есть субтитры на двух языках, а лайк и комментарий очень помогают развитию канала. В первую очередь научимся искать обсерверы без сентрей. Тут у нас два союзника. И оба, кстати, играют за вражескую команду. Первый наш помощник – вражеские стики. Напоминаю, что стики заряжаются только от видимых противников. Если ты мидер, а противник спустился в лоу-граунд, имея стики, используй любую способность. Противник получил заряд, значит тебя видно. На сайдах лоу-граунды отсутствуют, но тут на помощь придут деревья. Особенно полезно это на нижней линии, где саппорты ведут ожесточенную борьбу за контроль над горкой. Даже в отсутствие у противника стиков или даже в отсутствие самого противника можно использовать вражеских крипов. Играешь в миде, обрати внимание на поведение вражеских крипов, когда они поднимаются на твой хайграунд. Если они заагрились на воде или на лесенке, тебя видно. Еще бывает очень полезно взять с собой вражеского крипа, когда идешь за руной. После пополнения ботла возвращайся на линию через горку. Если крип тебя видит, он продолжит преследование. Если нет, развернется на лесенке. Точно так же лесенки можно обузить в десятки других мест. Да, бесконечно опасно таскать за собой вражеских крипсов в течение игры. Но, например, выводя крипов за тавера на топе, ты всегда можешь приглядеться к их поведению возле клифа в малом лесу. Чтобы не было путаницы, я уточню, что Март — это команда людей. Наш сценарист живет дотой, но даже ему приходится иногда бегать на завод, чтобы получить лучшие шмотки. Я, разумеется, про скин на завод от эпиков. И вот тебе гайд на стояние за станком. Переходишь по ссылке в описании, забираешь 500 шестеренок в качестве бонуса, улучшаешь свой завод. Теперь самое главное поставить таймер на 3 часа, чтобы вернуться на сайт, забрать халявный предмет и запустить станок по новой. Прогресс не сгорает, а ивент продолжается до конца осени. Но чтобы вкалывать на заводе, нужно сперва приобрести боевой пропуск. Но не спеши тратить 300 рублей. Их всегда можно успеть потратить на 3 копии игры Cat or Bread. Ведь по моей ссылке боевой пропуск выдается совершенно бесплатно. А в нем каждый уровень ценные награды. Каждые 15 аркана, а на 60-м ДК Хук или Скелетон Кинг. Ссылка с бесплатным БП в описании, а вместе с ней промо на 15%. Теперь появилось настроение поговорить об очевидных вещах, но я обязательно разбавлю их менее очевидными фишечками. Сентри на клифы обычно малоэффективны. Куда лучше поставить вард снизу, чтобы зацепить большую область. А вот саму горку можно просветить курьером или некоторыми способностями. Например, вторым скиллом винги. Куда менее очевидно выглядит призыв кабана за бестмастера или хук пуджа. Напоминаю, что после попадания во врага он дает несколько секунд обзора. Иногда подходящих скиллов нет, а курьер далеко или же до сих пор не взлетел. Тогда можно потоптаться вокруг клифа. Герой способен заглянуть наверх в очень маленьком радиусе. Но эта фишка легко контрится. Ставь свои варды в самый центр, туда, где нарисован глазик. Еще у каждого варда в статус-баре есть эффект, через который можно узнать, насколько давно этот вард стоит. Если ты начинаешь девардить и вдруг видишь, что вард поставлен только-только, то лучше бы сразу дать дёру, ведь это означает, что владелец этого варда находится очень близко. И пара совсем очевидных вещей. Сларк с помощью своей врожденки отлично ищет вражеский вижен. Причем ему даже не нужно качать ультимейт, да хак возрадуйся. Ультимейт Фуриона бьет только по видимым целям. Против профита особенно просто искать вражеские варды. И бесконтрольные юниты, как скелеты ВК или некрочи Андерлорда, будут преследовать только видимую цель. А теперь пришло время использовать варды не только для обзора. Есть очень популярная у четверок фишка за Дайер. В начале игры крадешься к вражескому Т2 таверу и ставишь вард вот в эту точку. Удары башни и крипов отнимают у вардов по единице здоровья, а значит, что сентри будет развлекать крипов достаточно долго, чтобы союзные крипы пошли под тавер. Теперь линия гарантированно пойдет в твою сторону. Хардер будет доволен. Контрить это тоже несложно. Если вы с командой не идете драться, то всегда можно недолго постоять в этой точке, а на керри с топориком достаточно просто вырубить пару деревьев. На шамане можно потанчить башню с помощью варда. Нужно, чтобы тавер выбрал своей целью сентряк, ну или обсерв, если у игрока на шамане нет совести. А после использовать ультимейт.
Башня переключится на змей только после 10 ударов. Поднимаясь на хайграунд, очень хочется поставить обсервер прямо на вражескую базу, но его 100% найдут. Чтобы усложнить противникам девардинг, можно воткнуть в ту же точку еще и несколько сентрей. Крайне мало героев, которые под прессингом способны сделать 8 атак, чтобы сломать вард. А если в твоей команде есть Пудж или Магнус, то эта фишка играет новыми красками. Это все фишки, которые я хотел рассказать. Если тебе есть что добавить, обязательно дополни меня в комментариях. Спасибо за лайки и за любую другую активность под видео. А с тобой был Март. Удачи в игре и в жизни.